Это начало песни Портера Робинсона «Musician». Трек про волнительное вдохновение при создании музыки, жизнь настоящим днем и нереалистичные ожидания. Создавая его, он старался укрепить правило, которому он старается следовать в каждой своей песне. Делать интро цепляющим с первых же секунд. Настолько, чтобы оно становилось легендарным. Прямо как... Или вот это. Портер Робинсон, также известный как Virtual Self и Echo Race, это американский диджей и музыкальный продюсер. В далеком детстве он услышал песню A Thousand Miles. Это была первая песня, в которую он влюбился, и она во многом повлияла на его дальнейшее вдохновение. I do remember. It's this song. Примерно в том же возрасте он приобрел новую влюбленность — Dance Revolution DDR Max для PlayStation 2. Там он впервые услышит сформировавшую его вкус японскую электронную музыку, что в дальнейшем повлияет на его следующие музыкальные работы. Благодаря этой игре он начнет создавать свою собственную музыку в программах. Также в детстве в лагере он познакомился с группой Daft Punk, тоже сильно его впечатлившей. Все началось, когда Портеру было 15 лет. Это был 2008 год. Он делал музыку в стиле хаус-дабстеп и выкладывал ее на онлайн-форумах. Неожиданно к нему пришла германская звукозаписывающая компания и предложила ему контракт на 500 евро за выпуск одного винила. Примерно в то же время он начал становиться диджеем на тусовках, за это ему платили деньги. При том условии, что он никогда особо-то и не мечтал быть диджеем. Он даже перед тем, как ему предложили становиться им, он специально научился этому ремеслу, потому что до этого он его не касался, он делал только музыку дома. Однажды я отправился со своим отцом в Германию на гастроли в качестве диджея в клубе. Папа взял с собой фотоаппарат, чтобы сфоткать меня в тот момент, потому что гордился мной. Тут к папе вдруг подходят незнакомые ему посетители немецких клубов и говорят: «О, вот и фотограф!» Приводят своих друзей и спрашивают: фотография?» Вот таких случайных фото с посетителями клуба сотни, и они по-прежнему хранятся у моего отца на фотоаппарате. Они перепутали папу с клубным фотографом, подумав, что эти фото потом выставятся на сайте клуба. Возможно, они по сей день ожидают их. Но папа не мог им это объяснить, потому что он был из Америки, а они были из Германии. Присутствовал языковой барьер. В то волшебное время я по-настоящему сблизился с отцом. Это ли не успех? Но Портер зашел еще дальше. Он познакомился со Скрилексом, чуваком, музыку которого вы уже с большей вероятностью слышали. Скрилекс обратил на него внимание, и затем Портер подписал контракт на запись EP с лейблом Скрилекса под названием Spitfire. Затем они провели с ним вместе время в туре. В то время Скрилекс очень помогал Портеру тем, что выкладывал его музыку. В то время к нему поступали предложения от известных поп-артистов поработать вместе, наподобие Кэти Перри, например. Но он отказывался, поскольку не хотел уходить в попсу с шаблонами и подрывать доверие фанатов. Но Робинсон все равно не был доволен стилем, в направлении которого он двигался. И поэтому в 2012 году вышел сингл Language. Первый трек, который затрагивает более сентиментальные, эмоциональные нотки. Портер понял, что пора менять жанр музыки.
Желание создать музыку в стиле Dance Revolution, плюс придумать несколько вымышленных фэнтези-историй, основываясь на ностальгии от старых игр, в итоге приведут его к созданию самого успешного альбома своего, под названием Worlds. Существует вероятность, что вы слышали несколько песен оттуда. Thank you. I'll say goodbye. 私はちょうど何が重要か私はちょうど何 Альбом Worlds — это самосохранение, защита в виде бегства от реальности, то есть уходя с эскапизмом в виртуальный мир, способ ценить это. Но в то же время в одной из строчек этих песен присутствуют такие слова: Lean into my side, never felt alive. Дословно переводится как «прижмись ко мне, никогда не почувствуй себя живым». Мое предположение, что нам говорят, мол, в виртуальном мире мы никогда себя по-настоящему живыми не почувствуем. Одна из известнейших песен альбома Goodbye to a World родилась, когда Портер был дома, а небо за окном было оранжево-зеленого цвета. Шла гроза, постоянно вырубалось электричество, словно начался апокалипсис. Это послужило идеей создать песню, в которой девушка-робот поет о конце света, но необычного. Роботизированность голоса создает впечатление нереальности происходящего. А общая концепция заключается в онлайн-игре, в которую играли многие люди, но она закрылась, и теперь никто не может в нее поиграть. Игроки прощаются перед самым концом друг с другом. Такое случалось и в жизни Портера. Смерть девушки-робота или же игровой вселенной прослеживается в становлении голоса все более искаженным и неразборчивым. Уже в этой песне, хоть и вперемешку с фантазией, но прослеживается вдохновение Портера природой. Может показаться, что эта песня печальная, грустная, но на самом деле она о теплых воспоминаниях, о любви к вымышленным вселенным. Песня Feel Feeling — это воплощение переживаний Портера о смене музыкального жанра. Раньше ему нравился EDM, но он был расстроен тем, какие теперь эмоции вызывал этот жанр музыки. Но он хотел, чтобы его узнавали по другой вещи. В данном треке беспорядочный бас контрастирует на фоне красивых струн. Словно это выражение Портера негативного отношения к популярной бездушной музыке того времени. Выплескивание всего этого помогло ему избавиться от негативных чувств, направив их в музыку. Спустя 1 год, в 2016 году, после альбома Worlds, выходит совместная работа Портера с Мадеоном под названием Shelter. Портер и Мадеон в свое время были соперниками на поприще музыкальной индустрии на онлайн-форумах. Они познакомились давно, когда Портеру было где-то 14 лет, а Мадеону 12. При том факте, что Мадеон-то из Франции. Идя нога в ногу, постепенно набирая по отдельности сольно обороты, они пришли к самой известной работе друг друга, объединив усилия и аудиторию. Этому всему послужил тот факт, что на эту песню вышел музыкальный аниме-клип, над созданием которого работала одна из самых известных аниме-студий A1 Pictures совместно с Crunchyroll. Crunchyroll, это сервис распространения аниме за границей, просил Портера сделать оригинальную работу. Сюжет клипа пришел к нему в голову через 3 дня. Он отправил заявку в японскую студию, и его приняли. До этого он занимался сценарием только в качестве хобби в интернете. Главный герой моих работ женщины, потому что я в этом вижу среду, в которой легко писать историю с широким спектром эмоций. Мужчине трудно описать трогательную сцену так, чтобы вызвать слезы. Продолжая тему клипа, семейная любовь и передача жизни следующему поколению – самое главное в жизни. Клип Shelter – это интереснейшая сделанная мною вещь на момент создания. А Мадеон мой знакомый по одной отрасли. Важно таких иметь, чтобы можно было понять друг друга. Вдохновившись работами японского автора Анакена и его альбомом Swell Strings, Портер создал еще один свой проект Virtual Self, в котором он снова решился на эксперименты в музыке, затронув новый жанр Trance Breakbeat.
Загадочная хаотичная атмосфера и стиль, напоминающий времена 2000-х годов. Например, старые игры. Он создал это свое альтер-эго под давлением на свое собственное имя артиста, чтобы разнообразить свою музыку и немного вздохнуть, облегчиться. Сопровождал все это визуал, идеально дополняющий аудио. Также на создание этого альбома повлиял музыкант Винсент Де Мур. После альбома Worlds у Портера случился творческий кризис. Он задал себе такую планку, переплюнуть которую было уже тяжело. Ставя перед собой огромные ожидания, он сильно давил. Думал, что недостаточно усердно работал. Думал, что получалось так себе на фоне Worlds. Пытался годами написать что-нибудь в студии, чтобы доказать, что он все еще может. Но эти страдания его только больше убивали. Он не сохранял ни одной из песен, что написал в том состоянии, и боролся с выходом из дома. Продуктивность и достижения не делали его счастливым, а негативный, критичный взгляд на свои работы не защищал от критики. Ему нужно было избавиться от стыдливости со страхом. Его мысли вставали на пути. Надежда на то, что его талант еще как-то проявится, становилось все меньше и меньше. Но в 2017 году произошел важный толчок в его жизни. Знакомство с Масакацу Такаги, композитором, написавшим несколько саундтреков к полнометражным аниме Мамору Хосоде. Его песни тронули Робинсона. Когда он был в печали, они его исцелили. Особенно альбом Кагаяки, где поют пожилые люди и дети, также звуки природы. Портер понял, что он не сможет выплескивать одну за другой идеи. Прежде чем создавать что-то свое, ему нужно было прочувствовать мир, заправить свой бак опытом, общением с людьми, либо вдохновением. После вдохновения он написал вторую по популярности на альбоме свою песню «Look at the Sky». Look at the sky, still here. После долгих написываний Портер даже смог сходить в гости к Масакацу и отлично провел время. Такаги многому ему научил, подтолкнув мягко в нужном направлении. Он даже научил его приемам, которые использует Рюичи Сакамото, японский композитор, написавший саундтреки к сериалу «Черное зеркало» и фильму с Леонардо Ди Каприо «Выживший», который, кстати, удостоился награды за лучший оригинальный саундтрек. Была одна трогательная история. Я сажал ребенка Масакацу Такаги к себе на колени и позволял ему произвольно играть на синтезаторе, а сам я подбирал подходящую к этому гармонию. Это было не случайно, ведь каждый имеет музыкальную чувствительность. Именно музыка Такаги впервые объединила меня с моей женой, когда я играл его музыку на пианино. Я хочу делать для других то, чему научил меня он. Быть тем, кто скажет: «Чувак, ты крут», и испытывать взаимное уважение. Если бы не Такаги и благотворительность, которой в то время вместе со своей семьей Портер занимался, то спустя 7 лет после Worlds на свет не родился бы Nurture, самосохранение Портера в виде борьбы с реальностью, альбом про реальную жизнь, природу, словно про то, что мы можем потрогать. Звуки, что здесь использованы, это животные, природа, голос Портера и живые инструменты. В основном отсутствуют синтезаторы. Таким образом, он добивается интимности, близости со слушателем. Кроме того, этот альбом про самосовершенствование, одоление психических проблем. Портер делится с нами опытом своей умственной борьбы и преодолевания своего внутреннего антагониста, голоса, что может помочь и нам при осиливании своих страхов. Я назвал альбом как
как каламбур между словом nurture и словом nature. Nurture – это воспитание и среда, через который проходит человек, а nature – человеческая природа, которую невозможно изменить. Выбором слова nurture я хочу подарить людям надежду, что возможно изменить представление о себе в лучшую сторону. На большей части альбома он использует эффект, который поднимает его голос на октаву вверх, а иногда поет своим естественным голосом. Таким способом он делает дуэт между самим собой, где как бы общается один на один со своим голосом, который отвечает и призывает его. Дуэт между сердцем и головой, чередующиеся голоса, которые он слышит. Одна часть голосов ценности, другая тревоги. И они как бы сталкиваются. Первая строчка трека Look at the Sky. Is it fate? Судьба ли это? Портер начинает сомневаться, правда ли, что его судьба поддаться своим сомнениям и потерпеть неудачу после такого большого взлета, как альбом Worlds. Песня Blossom посвящена любви Портера к своей невесте Рике. Робинсон настолько ее любит, что поет о том, как он боится умереть и стать однажды из-за этого разделенным с ней. Рика говорит ему, что пока он тратит время на эти переживания у себя в голове, пропускает реальную жизнь, которая уходит прямо у него перед носом. Поэтому она говорит ему просто наслаждаться и быть довольным настоящим простым днем. Учит его этому. Портер был слишком озабочен тем, чтобы достигать в музыке все большего и большего, чтобы стать гениальным музыкантом, делать музыку хорошо. И он не разглядел красоту внешнего мира, немного заблудившись. Он чересчур переживал о том, что он больше никогда не сможет писать музыку. Рика помогла ему выпутаться, заговорив на его языке и показав красоту мира. Также Портер нашел способ не думать о смерти близкого, просто представить в голове любимого тебе человека счастливым, радостным. Попробуйте выйти на улицу, сконцентрируйтесь на любой вещи, которую увидите. Черт подери, ведь она же потрясающе детализирована! А мы этого не видим, не обращаем внимания. Я не имею в виду лекционный смысл в этом. Это просто человеческая природа. Превыше всего остального, любого музыкального успеха и достижений, стоит искреннее желание твоих близких видеть тебя счастливым и здоровым. Помню, как-то я отправился со своими 3 братьями в путешествие на машине. Я проигрывал им песни с альбома. В тот момент я подумал, типа, мне, наверное, будет неловко включать песню Blossom. А потом песня заканчивается, все молчат, а в голове мысль, походу их вообще не зацепила песня. Затем смотрю в зеркало заднего вида, а там все плачут. Думаю, это потому, что в этой песне есть настроение желания добра кому-то другому. Песня Mirror — это прямое словесное противостояние Портера с его внутренним голосом. Робинсон говорит своему голосу, ну или же наоборот голос говорит ему: «Я знаю, ты скажешь, какая я обуза. Да, делай все, что сможешь. Я знаю, что ты хочешь от меня. Я знаю, о чем ты думаешь. Тебя слишком легко сломать». Здесь показаны 2 стороны монеты, что внутренний голос, он может как и поддерживать тебя, заставлять двигаться вперед, так и наоборот вставать у тебя на пути. Трек Dulcet представляет из себя инструментал, который через звуки передает те чувства, которые Портер испытывал в те моменты жизни, когда у него не выходило писать музыку. Подавленность, дискомфорт, беспомощность, резкие сокращения и отсутствие контроля. Трек Trying to Feel Alive был сложным для Портера. Он долгое время не понимал, какие подобрать слова и как его спеть. Но тут к нему в голову пришел посыл, который прослеживается в припеве, а впоследствии и во всей песне. Он иногда чересчур с головой уходил в перфекционизм, требовал от себя отсутствия неудач, думал, что он был неудовлетворен тем, что он делал. Однако, опровергнув все это, он поет умозаключение благодаря своим утомительным размышлениям. Может, это подарок, что я не смог распознать. Может, я не нуждаюсь в том, чтобы быть удовлетворенным. Может, это дар, с которым я провел все это время. Просто попытаться почувствовать себя живым. Может, я не хочу быть удовлетворенным.
Эта песня является последним треком на альбоме, и здесь становится ясно, что Портер решил свою проблему, начал ценить свою неудовлетворенность, благодаря которой он заставлял себя двигаться вперед, развиваясь, работать над следующим своим проектом, даже зная, что он никогда не будет по-настоящему полностью удовлетворен, и даже если кажется, что причин продолжать нет. А находясь в печальном состоянии, Робинсон не обращал внимания на то, что происходило его развитие, прогресс в жизни. Больше он не бежит от реальности. Портер, столкнувшись лицом к лицу, принял ее, смирился с прошлым. В этом альбоме он создал свою собственную реальность, создал реального себя, нашел свое реализованное звучание и топливо, мотивацию в виде надежды на лучшее. Нашел благодарность к реальной жизни, красоте и смыслу. Он не обязательно хотел измениться, но должен был, чтобы стать лучше как артист и как человек. Медлительность этого альбома говорит о том, что не всегда стоит торопиться в нашем чересчур быстром мире, где все постоянно куда-то бегут, пытаясь за чем-то угнаться. Иногда стоит сделать паузу и замедлить шаг, прежде чем продолжить. Портер показал себя не как диджей или как продюсер, а как автор своих собственных песен. В процессе создания он понял, что музыка иногда может выражать чувства лучше слов, и что свою музыку порой стоит показывать другим знакомым, потому что сейчас она может тебе не нравиться, а потом может понравиться, либо же может сразу понравиться тем, кому ты показываешь. Так что удалять ее сразу — это не очень хороший вариант. Я не хочу, чтобы мои слушатели мыслили в стиле «он решил свою проблему в голове сейчас, а я с ними мучаюсь уже лет 6. Неужели со мной что-то не так?» Так думать вредно. Также я хотел бы, чтобы люди захотели заниматься музыкой после моего альбома, а не наоборот. Сначала в последней песне я хотел упаковать все, что узнал во время работы над альбомом, в один компактный пакет. Но тогда я возненавидел эту песню. Она была похожа на проповедь. Тогда я подумал, что я так далек от того, чтобы иметь ответы на все вопросы. И в итоге родилась другая песня «Trying to Feel Alive». Trying to feel alive. В 2022 году выходит совместная работа Портера с Лигой Легенд под названием Everything Goes On. История клипа вертится вокруг серии параллельных вселенных Star Guardian. Из игры, где все строилось вокруг крутых сражений и сильных героев, Робинсон вытянул больше эмоций, как в плане сюжета, так и песни. Песня о том, каково это, когда страдает близкий тебе человек. Обычно я подхожу к созданию песен так. Пишу короткую инструментальную часть, которая мне нравится, маленький музыкальный мотив, что приятен уху, потом развиваю его. Don't look for me, I'm just a story you've been told. Don't look for me, I'm just a story you've been told. Портер на карантине начал играть вместе со своей девушкой в Лигу Легенд. Это послужило ему идеей сделать рождественский подарок. Она играла в Лигу давно, со времен 2013 года. Портер подметил это и попросил одного из художников Лиги Легенд нарисовать иллюстрацию в своем стиле, на которой была бы изображена Рика вместе со своим котом. Для этого он аккуратно поспрашивал у Рики, каким внешним персонажем она себя видит в этой игре, и рассказал все эти пожелания художнику. Любимый опенинг Портера — это Аои Шиори Галилео Галилея, саундтрек к аниме «Невиданный цветок». И в 2023 году Робинсон сделал совместную работу с Галилеем. Это, можно сказать, мышап нескольких работ Портера и Галилео. Интересно, что в своем треке Something Comforting Портер делал отсылку на песню Аои Шиори строчкой Something Wrong With Me, что дословно переводится как «что-то случилось со мной», ну и либо же «что-то со мной не так». И в этом мышапе они сидят рядом и поют под другую акустику эти две песни вместе под аккомпанемент других ребят. Как я понимаю, это ребята, которые являются частью группы Галилео Галилей. Чуть позже, в 2023 году, Галилео сделает кавер на песню Something Comforting. Еще одна мечта Портера исполнилась.
Недавно вышедшая песня Knock Yourself Out является саркастично-ироничным стёбом над хейтерами, что считает его музыку недолгоживущей бездушной шуткой. Его посыл, что в некоторой попсовости нет ничего плохого. Также он критикует абсурдность публичной жизни, когда совершенно нет личного пространства, но и о преимуществах славы. Например, когда твое творчество помогает фанатам пережить трудные времена в жизни, ради чего Портер и делает свою музыку. Это смысл его жизни. Bitch, I'm Taylor Swift. Got 100 million on my wrist. Самый новый трек Russian Roulette, как я понимаю, является признанием Портера в его мыслях о YouTube не позволит мне это произнести, поэтому назову это спидраном жизни. Его посещали мрачные мысли, но в этом треке он доходит до поворотного момента, когда понимает, что на самом деле хочет жить. Это достаточно личная песня о пережитых Портером эмоциях. Я хочу увидеть свою маму еще раз. Я хочу сыграть свои песни еще раз. Я хочу поиграть в снегу еще раз. Я хочу поцеловать своего кота еще раз. Я хочу поблагодарить своего отца еще раз. Я хочу жениться на ней еще раз. Я хочу попробовать измениться еще раз. Я хочу жить, я не хочу умирать. В конце трека Портер вставляет точку зрения о клише в музыке, который он до этого использовал в треках. Клише прекрасны, потому что они отражают нас. И мы прекрасны. Некоторые становятся табу только потому, что они слишком мощные. Не убивай себя, ты идиот. Жизнь — это действительно прекрасный драгоценный подарок судьбы, который стоит того, чтобы его прожить. Я хочу ценить каждую секунду, которую могу, и быть благодарным за все, что я пережил, будь то неудачи или подъемы. Важно помнить, что вы в безопасном месте и все в порядке, а в незавершенности и несовершенности состоит уникальность личности. Ради этого слушают музыку. Дело не в жанре, стиле или звуке, тебя слушают только потому, что ты — это ты, а не кто-то другой. В 2018 году Портер отреставрировал игровой автомат DTR, добавив туда свои песни. Снова мечта детства Робинсона сбылась.